Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Эспирационе. Таро расклад. Успех в загаданном деле. Как решится ваш вопрос? Исполнится ли ваше желание? Получится ли у вас осуществить задуманное? Загадайте также сроки. И здесь будьте реалистами, потому что наиболее точная какая-то подсказка приходит, когда мы тоже видим здравомыслящий какой-то свой вопрос. Также вы можете загадать, к примеру, как это будет в динамике развиваться. Допустим, разные позиции. То, что есть сегодня и, допустим, через неделю, через месяц. Ну, самые разные варианты. И мы построим наш расклад, Таро гадания, таким образом, что если нам карты однозначно скажут о победе, мы лучший враг хорошего, мы не будем продолжать. Но если где-то как 50 на 50, без каких-то точностей, тогда мы достанем дополнительные карты и посмотрим, каким образом этот вопрос может быть решен. Или, может быть, сейчас вот именно не время, или в этот период. Кстати, бывает и так, что время проходит, и мы от некоторых наших желаний отказываемся. Или какие-то дела, они как нивелируются, они сами отпадают. Это уже для нас не имеет какого-то значения. У каждого по-своему. Итак, 3 варианта. Подумайте. Если кому-то нужно больше времени, поставьте на паузу, посмотрите на карты. Какая из колод вам говорит: «Открой меня, и ты для себя что-то узнаешь». Выбирайте. А я приступаю к первому варианту. Надеюсь, выбрали. Итак, успех в загаданном деле. Осуществится ли ваше желание? Получится ли вам реализовать задуманное? Как видят карты? Первый вариант. Королева мечей. Но здесь неоднозначно, вам придется прикладывать усилия. Более того, карта говорит нам: будь продуманным. От чего-то, возможно, тебе придется отказаться. Или я бы, знаете, мои дорогие, кто загадал первый вариант, вам словно, ну, назовите это по судьбе, решить этот вопрос. Но почему по судьбе? Потому что вы должны сделать какие-то выводы. Эта ситуация, скорее всего, либо не впервой, либо вы в подобной ситуации уже были, и где-то вы, мои дорогие, что-то прошляпили. Или вы упустили какой-то очень тонкий нюанс, тонкий момент, когда вы могли предвидеть, что вопрос как-то пошел в другом направлении. Или его нужно решать либо с альтернативным вариантом, либо нужно было принять или предпринять, ну, какие-то попытки заранее. Вот есть такой момент. И теперь нам как будто ничего не остается, как делать правильные выводы. Но решение вопроса, чтобы вы не попали еще раз в подобную ситуацию. Или пусть это будет касаться, к примеру, кто-то загадал желание, как «получу ли я документ». Значит, где-то предыдущая ваша тактика, она тоже не сработала. Может быть, с другими документами. Или когда вы действуете как-то, ну, отчасти однобоко. Я надеюсь, на меня не обижаются. Что я имею в виду, что я подразумеваю? Здесь больше все же предусматривается, когда вы надеетесь сами на себя. Не на его величество случай, не на какой-то регламент, порядок. По королеве мечей нет регламента, нет порядка. Она поступает в соответствии с тем, как она видит, как она проанализировала ситуацию. И главное надеяться на самого себя или саму себя. Поэтому даже по документам, может быть, это как нужно действовать в каком-то другом ключе. Либо это подразумевает, вам придется войти в какие-то другие двери, дополнительные, или вам придется какой-то свой план держать в тайне. Все же есть скрытность по этому вопросу. Или, к примеру, если это финансовый вопрос, мои дорогие, тогда карта точно говорит: надейся на себя. Тебе придется изменить какую-то стратегию, тактику. Ну, где-то в этом ключе будет зависеть решение вашего вопроса и впредь, чтобы где-то не попасться либо на эту удочку, смотря кто что заказал,
либо чтобы не столкнуться с подобными проблемами. Здесь как будто вы в чем-то, мои дорогие, сами себе могли помешать. Давайте мы раскроем немножко. Почему? В чем препоны? В чем задержки? Почему сейчас, вот сию минуту, это желание не может быть реализовано? По крайней мере, в тот момент, когда вы смотрите видео. Что для этого нужно? У вас сильная позиция. Все то, что я сказала, эта карта подтверждает. И сила не имеется в виду физическая сила, а вот именно предусмотреть на пару шагов вперед. Ведь эта карта отчасти великого манипулятора. Потому что карта баланса в первую очередь. Когда мы наше эго, вот то, что олицетворяет лев на коленях, и то, что мы бы хотели осуществить, мы должны проделать в каких-то совершенно других энергиях. Мы не должны надеяться на его величество, случай, правда, или одновременно нельзя быть самоуверенным. Вы могли именно что-то пропустить, потому что вы были уверены, что у вас этот вопрос по умолчанию на 100% словно уже решение в кармане. И из-за этого вы какой-то тонкий нюанс упустили. Но что я хочу сказать? В ваших силах вы все решите. Вы измените какую-то политику своих действий или взаимодействия с людьми. Или, если это будем говорить по финансам, значит, ну, все равно этот у вас вопрос каким-то образом будет сбалансирован, или деньги придут. Если вы буквально ожидаете, может быть, кто-то гонорара, и видите, что, ну, есть объективные причины, может быть, и в банковских каких-то задержках или электронные системы расчета. Но вот, понимаете, предугадать эту ситуацию или, может быть, это связано, если с оформлениями документов. Вот здесь что-то могло не сработать, потому что от вас в предыдущий период, до того, как вы начали ожидать решения этого вопроса, вам нужно было предпринять какие-то действия. И вот теперь вы настроены, вы уже что-то проанализировали, кто смотрит первый вариант, и вы точно не хотите себе навредить. Как будут развиваться события. Еще один старший аркан. У вас все получится, мои дорогие. Вот действительно, какой-то случай, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но, видимо, вам нужно сделать эти выводы, как я уже сказала, и впредь, наверное, на весь остаток своей жизни, не побоюсь этого сказать, вам нужно быть предельно внимательным. Вот что-то нельзя делать на автоматизме или по какому-то шаблону. Мои дорогие, нельзя быть небрежным. Думать, опять же, если мы через самоуверенность, что у меня все получится. Ну, самоуверенность – это хорошо, точнее. А вот если самонадеянность, когда мы не допускаем, что в любой момент может что-то пойти в кривь и в кость, а здесь нужно быть очень продуманным. И, кстати, в этой своей продуманности всегда предполагать, что иногда бывают в нашей жизни такие моменты или бывают какие-то нюансы, которые от нас могут и не зависеть. И у нас должен быть как план «Б», не только план «А», или какой-то план на случаях, которые, ну, как-то происходят вокруг нас изменения обстоятельств, что вы тогда будете делать. Или, если мы говорим конкретно по финансовой ситуации, здесь тоже предвидеть, как я буду поступать, если, допустим, деньги пришли с опозданием, если мы уже говорим про деньги, или документ подписан с опозданием. В конечном итоге это все равно где-то сводится к плану и к вашим действиям. Но здесь высшие силы, словно ангелы небесные, держат ваше дело на контроле. Правда, старшие арканы нам всегда говорят о поддержке высших сил, о какой-то более серьезной, может быть, ситуации, которой вы на данном пути сталкиваетесь с каким-то мелким еще нюансом, но в последующем что-то может быть в том же ключе или в том же ракурсе, и вам придется проявить внимание. Поэтому где-то вас учат своеобразный экзамен жизни. Не оплошай, говорят об этом карты. Но и карта колесница, особенно в этой колоде, это карта успеха. Того успеха, который практически у вас на пороге. Значит, ваш вопрос в скором времени решится. Причем он решится очень быстро. Может быть,
И будет какой-то еще период ожидания, а вот финал у вас произойдет, ну, может быть, даже так вот молниеносно. Может быть, даже не в те сроки, как вы это загадали. Все же два старших аркана. И по аркану колесницы нам говорят: закрывай дверь в прошлое. Тогда мы будем говорить, что какая-то правда. Ваша стратегия, тактика прежняя не работает. Как будут развиваться в дальнейшем события? По решению вашего вопроса. Правда, ваш вопрос решится. И где-то даже вразумительно объяснили ситуацию. И по тройке жезлов это мы смотрим вперед. Значит, документы вы получите, деньги вы получите. Если вопрос касался, допустим, у кого-то в суде, ведь такое тоже может быть, значит, будет это решение суда, может быть, сроки сдвигаются, но я здесь больше вижу в плане убыстриться что-то может. Или добавится какой-то факт, или придет быстрее какой-то документ, и значит, быстрее слушание пройдет, или у человека, вашего оппонента, могут тоже измениться планы, это каким-то образом повлияет на рассмотрение дела в суде. Это если суд. Для кого-то это вопросы по части здоровья, тоже такое может быть. И значит, здесь что-то вам может быть предложено кардинально. У кого-то, ну, может быть, и оперативное лечение, вот я правда. И тогда как будто нужно очень реально видеть вещи. Не надеяться на его величество, опять повторяюсь, случай. На что-то, я бы сказала, соглашаться, скорее всего, но предполагать, что последующий период от вас тоже потребует внимания. Или ваших продуманных действий. Вот все равно все к этому сводится. Поэтому, что бы вы ни загадали по первому варианту, с тройкой жезлов мы смотрим уже в новые горизонты. Это своеобразная, с одной стороны, карта якоря и уверенной позиции, поэтому действительно вопрос дважды решится, два старших арканы, а дальше продолжение следует. Это в контексте всего того, что я сказала. И значит, для вас будет очень важно еще раз какую-то ошибку не повторить, мои дорогие. Поэтому по первому варианту будьте где-то спокойны и уверены. Победа, она практически у вас на пороге. Но какие-то переживания будут. Я должна сказать еще, королева мечей – это прообраз Юдифи, пусть не в этой колоде. И, как известно, уж она отрезала, так отрезала. И почему ей осуществить удалось вот такое великое действие, из-за которого она вошла в историю? Я не рассказываю подробно, на этом не останавливаюсь. Кому интересно, найдете в интернете. Так вот, потому что она умела молчать. Она умела просчитать свои собственные шаги и не предвосхищать какие-то события. И значит, не делите шкуру где-то неубитого медведя. Может быть, вот такой совет нам тоже говорят. Умейте сохранять в тайне свои желания, свои намерения и даже в мелочах какие-то свои действия. И надейтесь впредь сами на себя. Помните, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И поэтому себе, как, ну, какой-то, как говорят, соломки подстелить, всегда определенно есть смысл. Мы переходим ко второму варианту, мои дорогие. Осуществится ли задуманное, то, что вы загадали? Давайте посмотрим, как видит колода Таро Висконти Сфорца. Что нам расскажут карты? Получится ли у вас осуществить желание? Или успех в вашем задуманном деле? Как будет это все происходить? Успех в загаданном деле. Как решится ваш вопрос? Решится, мои дорогие? Это у нас туз пентаклей. И дважды решится, знаете, в установленные сроки, вот или в загаданные сроки, или у кого-то конкретный срок может быть уже назначен, есть какая-то дата. Потому что по тузу пентаклей это либо какой-то документ, который вы собираетесь составить, либо у кого-то это получить деньги. И, значит, если есть конкретная дата, скорее всего, эта дата и проиграется. Может быть, по этой карте и какие-то, могут быть, точнее, новые нюансы, потому что туз – это начало. Так вот, у кого-то, даже если мы говорим про документы или согласование, вы можете ждать, что да, я получаю документы, дальше я уже предпринимаю какие-то действия или развиваю дальше какой-то вопрос. По второму варианту проходит то, что не просто вы решили, да, и на этом остановились, где-то успокоились. Нет, от этого зависят какие-то ваши последующие планы, мои дорогие.
Ну, давайте я, тем не менее, потому что карта не говорит о том, ну, как бы она сказала нам, да, у нас получится. Но все же, с чем вы можете столкнуться? Она подразумевает, что если мы сказали, что это какое-то начало, значит, или какая-то бумага, поэтому где-то могут быть варианты. 50 на 50 я, по крайней мере, по этой карте допускаю. Поэтому давайте мы дополним, как будет развиваться ваш успех в загаданном деле или с чем вы можете столкнуться. К чему вы должны быть готовы, чтобы действительно осуществить ваше намерение, желание. Нужно быть реалистом, мои дорогие. Для вас действительно у кого-то может проиграться, к примеру, как решение вопроса либо тоже в суде, или, может быть, в каких-то высоких инстанциях получения важной бумаги, и вам придется попросту контролировать. Вам придется для того, чтобы вот это дело совершилось у вас в загаданный срок, может быть, сделать какие-то звонки или предварительно куда-то отправиться, переговорить с чиновниками или сказать, что да, я в теме. Потому что по пажу мечей это как какое-то тоже начинание или то дело, вопрос, как я уже сказала, который подразумевает продолжение. И значит, чтобы это продолжение следовало, или чтобы ваше загаданное дело осуществилось, и в последующем не было сбоя. Вам нужно быть большим реалистом, вам нужно держать руку на пульсе, вам нужно контролировать какие-то даты и как вообще продвигается ваш вопрос. Что нам еще подскажут карты для успеха в решении данного дела, вопроса, желания королева. Жезлов у нас выпадает, и это сильная позиция, когда вы правильно работаете с информацией. Кстати, по этой карте нам тоже говорят о том, что не предвосхищайте события, где-то ваше молчание вам помогает решить вопрос. Чем меньше людей об этом знают, тем вы лучше спите, вот буквально. Или, знаете, меньше завистников. Ведь по королеве жезлов всегда идет сильная позиция, но королеву жезлов, она с этой сильной позиции не родилась. Она ее как будто выстрадала. И есть такое значение, что ее жизнь ставила несколько раз на колени. И научила где-то сохранять свои планы, желания в тайне и намерения, правильно работать с информацией, правильно что-то просчитывать и действовать, вот знаете, как точечно, может быть, разово, или в нужный момент, или оказаться в нужном месте в нужное время. По этой карте нам говорят еще, это дело может обрасти, или, может быть, вы когда смотрите этот расклад, поэтому и смотрите, что много информации. Так вот, королева жезлов умеет правильно оценить информацию. И ваша персона, мои дорогие, она будет очень притягательна. С одной стороны, это много общения или по конкретному вопросу для того, чтобы успешным было завершение. Может быть, вам что-то придется согласовывать или каких-то дополнительно людей к этому делу привлекать в разном причем качестве или искать эту информацию, но при этом никому не доверять. Или доверять только тем людям, которые, может быть, заинтересованы, чтобы это ваше намерение осуществилось, именно заинтересованы искренне, или которые вам могут буквально помочь вот чем-то конкретным, не эфемерным. Меньше разговоров по этому делу вам будет помогать, меньше сбоев будет, правда? И если мы говорим, что вы очень притягательная личность, кому-то любопытно знаете, как за вами могут наблюдать и думать, получится у нее или у него, или нет. Как будут развиваться события по решению данного вопроса. Мои дорогие, у вас точно все получится. Девятка кубков, карта эгоиста. Пусть не в этой колоде, я ее так называю. Но эгоист это что подразумевается? Да когда у вас все вопросы, они не просто в балансе, а когда вы довольны собой. Что какую-то важную веху вы завершили, прошли. В чем-то поставили точку, сыграли последний аккорд, получили важный документ. Когда вы можете не суетиться, вы можете быть довольным собой, когда у вас все идет по плану. Но вот эти вот предыдущие энергии, они для вас совершенно необходимы. Правда,
Здесь решится ваш вопрос. Давайте я достану еще одну карту совет. Что вам вот сейчас нужно предпринять? Хотя нам сказали, контролируй решение этого вопроса. По 8 мечей в себе не сомневайся. 8 мечей – это карта внутренних сомнений и страхов. Это то, чего нет. И значит, вы, мои дорогие, словно маги и волшебники, вы можете к себе притягивать как и что-то положительное, так и что-то через сомнение отрицательное. И мысль материальна, но, видимо, для вас, для того, чтобы вы осуществили свое намерение или у вас состоялся этот успех намного быстрее. Посылайте в пространство, во Вселенную правильные мысли, потому что есть вариант себе словно наколдовать, но я условно это говорю, чего-то не того, потому что ваши, если сомнения мы говорим, они могут притормаживать решение этого вопроса. Они могут ставить вам палки в колеса в вашем успехе. Поэтому не сомневайтесь в себе. Заручитесь твердой убежденностью, что в ваших силах жить по-другому, осуществить вот какое-то свое очень важное желание. Или получить документ, получить деньги, получить визу. У кого что. Найти новую работу. Или допустим, изменить сферу деятельности, ведь у каждого здесь по-своему. И вот это ваша уверенность, она предопределяет успех. Вот такой совет. Нет помех ведь по этой карте. Мы сами себе отчасти можем помешать, потому что на каком-то этапе, может быть, вам приходится ожидать чего-то. Мы ведь сказали в самом начале, дата словно какая-то есть. Или... Может быть, в небесной канцелярии уже эта дата прописана, что да, получится в свое время осуществить этот вопрос. И, мои дорогие, не сомневайтесь в очередной раз, повторяю это. Хорошо. Третий вариант давайте посмотрим. Успех в загаданном деле. Как решится ваше намерение? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие? Вот посмотрите, два варианта, ведь... Оба, да, но они не так, что, вот знаете, ровной какой-то дорогой или каким-то, ну, абсолютно легким путем мы задумали и уже получили это желание. Нет, все же от ваших усилий и при правильных мыслях будет зависеть, как быстро вы осуществите задуманное или насколько ваш успех будет быстрее как будто вас найдет, или быстрее поможет завершить какое-то дело, или когда вы получите желаемый результат. Правда, ваш успех, если в первом вопросе, будет зависеть от того, что вы должны какие-то выводы сделать, причем так фундаментально, и больше где-то не попадать в просак, или сделать выводы по тому, что вы, чем вы сейчас занимаетесь, может быть, изменить свой жизненный уклад. У кого-то и так ведь может быть. И как раз по королеве меча это организация жизни по-другому. Вот вы должны будете организовать свою жизнь по-другому. То здесь вы действительно это получаете, то, что вы хотите, но эта ситуация вас учит в себе, не сомневаться. Итак, третий вариант. Успех в загаданном деле. Вот интересно. И еще раз нам выпадает об организации, да, что вам придется организовать свою жизнь по-новому. Снова королева мечей. И конкретно в этой колоде нам напоминают как раз об Юдифе. Посмотрите, какое бледное лицо у нашей королевы. Никаких эмоций. Действительно, тут не может быть никаких эмоций. Для того, чтобы получить желаемое, для вас дважды, трижды нужно быть реалистом. Уметь хранить молчание. Никто не должен знать, даже догадываться о вашем каком-то плане. Ничего не рассказывайте о себе. Вам могут задавать какие-то вопросы или наводящие, или по этой карте кому-то может быть любопытно, чем вы занимаетесь. Неважно, какое вы действие тут задумали. Но когда вы умеете быть на своей волне от начала до конца, когда вы умеете сохранять себя, мои дорогие, когда вы умеете, понимаете, полностью отключить эмоции. И эмоции, это правда, это где-то шаблон нашего сознания, а вам нужно действовать интеллектом. У кого-то это совпадет с тем, что
Вот, как я сказала, организовать свою жизнь совершенно по-новому. Быть готовым где-то к неожиданностям. Ведь королева мечей, она идет как раз с полной готовностью, что она будет большим реалистом. Она себе не навредит, но и она сумеет осуществить свой план. И этот план, он идет в каком-то иррациональном ключе. Поэтому интеллект, сознание нам здесь не поможет. Оно может нас запутать, потому что сознание нас все время уводит в какой-то шаблон, а интеллект – это как высшее знание или какая-то миссия, мои дорогие, вам здесь что-то по судьбе. Но где-то перекликается с первым вариантом. Вот подумайте, если вы загадали где-то одновременно первый вариант тоже, то есть взаимосвязь между вот этими двумя событиями. Успех в загаданном деле – чего он может касаться или насколько он осуществим, как видят карты. Точно осуществим. Вот эта карта эгоиста, о которой я говорила, мои дорогие. Посмотрите, нам человек показан. Насколько он доволен сам собой. Да, вот эти 9 кубков, которые полны, нам показывают золото, нам показывают человека, который улыбается, он в богатых одеждах. Конечно, карта на темном фоне говорит, ты не должен остаться в одиночестве где-то, вот почему про эгоизм. Но если мы говорим о решении документальных, финансовых, денежных вопросов или об организации жизни, для вас будет важна денежная, финансовая составляющая. Вам придется что-то просчитывать для того, чтобы ваше намерение было в каком-то, в очень добром ключе, или в развитии, в каком-то, как своего дела, или в получении, может быть, денег. Может быть, это будет связано с решением вопросов по части вашего переезда, вашей недвижимости. Или в конечном итоге все равно это где-то энергия денег, она точно присутствует в этом вопросе. Поэтому вы отстраиваете свое собственное благополучие. Здесь здоровая порция эгоизма, когда вы себе не хотите навредить, в том числе и в финансах, для вас будет помогать. Есть какая-то реальность, которую нужно принять во внимание, но подойти к этому нужно с какой-то альтернативной позиции. Давайте мы посмотрим, правда, вы тут осуществите, но это желание, намерение или вот этот успех вам придется удерживать, так же, как и по первому варианту. Организовать свою жизнь по-новому. Иначе, если вы не контролируете, все может пойти в кривь и в кось. Успех в загаданном деле. Более того, нам карта подсказывает, тебе еще и придется как-то действовать по-новому. И для кого-то, правда, это совпадет с переездом или с новым статусом. Если вы себя загадали по третьему варианту, что это вы меняете статус. Может быть, кто-то работу получает, а кто-то замуж выходит или женится. Вот, кстати, и все равно приходится, ну, с одной стороны, найти общие точки взаимопонимания, взаимодействия с человеком. Потому что одно дело конфетно-букетный период, предположим, да, или когда мы встречаемся, и другое дело быт. А вот быт, вот там как раз все сложнее немножко. И здесь, с одной стороны, все зависит ведь от того, как мы договоримся. Вот так и здесь, с одной стороны, и себя, свои какие-то принципы не потерять, понимаете? Но и не бегать с этими принципами как флагом. Здесь придется договариваться и обустраивать жизнь свою совершенно по-новому. И если мы говорим о работе, это какой-то новый проект в бизнесе. Может быть, это новые способы заработка у кого-то, и тогда нужно быть внимательным. Вы будете что-то корректировать по третьему варианту. Да, успех, вот он как будто есть, у тебя получится осуществить. Но это, знаете, вы как получаете своего рода билет в будущее. То есть у вас что-то решается на начальном этапе. Но насколько долго это продолжится, будет зависеть от организации вашей жизни, организации самих себя или от того, как вы будете реалистами. Вот такой успех в загаданном деле. Тут точно по третьей позиции. Мало взять какую-то высоту или получить документ. Это как раз начало какой-то совершенно новой истории. Вы проходите своеобразный жизненный экзамен. Хорошо. Что же за успех нам еще скажут? Давайте достанем третью карту. Успех в загаданном деле. От чего он будет зависеть? Принц мечей. Вы знаете, вам будут многие вещи непонятны, вам будут многие вещи неприятны.
вам будут, может быть, сложными казаться какие-то люди. Или если вопросы с переездом, то тогда вам буквально придется отправляться в разные инстанции и получать дополнительные какие-то документы, согласовывать. Где-то эмоциональный фон может зашкаливать не со знаком плюс, а как раз со знаком минус. И поэтому быть вот этой королевой мечей точно нужно. И если вас кто-то пытается вывести на эмоции, вспомните эту карту, и это бледное лицо. Это никаких эмоций. Они вам существенно могут помешать. Как и какую-то оплошность совершить, правда? Все-таки аркан шут, буквально не сглупить. Вам придется удерживать вот эти позиции. Вы не можете расслабиться. Так и вокруг люди разные, разговоры разные, какие-то обстоятельства совершенно разные. Или обстановки, к которым вы можете быть отчасти не готовы. Поэтому нам и про организацию говорят. Хорошо. Давайте мы зададим такой вопрос. Что же вам нужно предпринять? Хотя карты прояснили, но тем не менее, вот как совет именно. Что вам нужно предпринять? Еще одна карта нам дополняет, и это у нас никто иной, как Медуза Гаргона, прообраз, которая пострадала из-за своей доверчивости и из-за своей наивности. Вы не можете быть ни наивными, ни доверчивыми, и поэтому вам выпадает королева мечей. Как известно, Медуза Гаргона была прекрасной девой, в которую влюбились многие боги. Все хотели быть с Медузой. Длинные белокурые волосы, но в этой карте прорисованы длинные волосы рыжего цвета, потому что в этой колоде цвета имеют значение. Это решимость какая-то. Решимость, и когда мы себе готовы не навредить, и, кстати, действовать совершенно не так, как мы бы действовали по привычке, по какому-то шаблону. Так вот, длинные волосы, прекрасные, струившиеся до колен, белая нежная кожа. И ее красоте позавидовала сама богиня Афина Паллада. Бог морей и океанов Посейдон решил овладеть Медузой. Он за нею погнался. Наивная девушка полагала, она пыталась спрятаться от Посейдона, и она думала, что если она укроется в храме богини-воительницы, а он как раз ей на пути встретился, то Посейдон не посмеет творить бесчинство, а Афина придет ей на помощь. Мы можем иметь какие-то заблуждения, мои дорогие. Мы можем идеализировать человека. Мы можем идеализировать какую-то ситуацию. Или мы можем себе вот такую фразу говорить: «Этого не может быть». А в реальности быть все может. И поэтому просчитывать свои шаги на пару, как минимум, вперед. Так вот, вбегает наша Медуза в храм Афины Паллады, и в надежде, то, что сейчас как-то эта ситуация для нее решится, а этого не происходит, и происходит все совершенно наоборот. Посейдон врывается следом, овладевает ею, а Афина Паллада вместо того, чтобы понять бедную девушку, она на нее обозлилась и начинает ей мстить. Решает ее превратить в страшное чудовище, от взгляда которого все превращается в камень, все живое. Но ей и этого кажется мало, и после она отправляет Персея, дабы он отрубил ей голову. Голова Медузы Гаргоны, даже уже сама по себе голова, все же способна была превращать все живое в камень. Даже неживая медуза. Если мы обращаемся к символам, то, к примеру, Сицилия и флаг или герб мы возьмем. И, кстати, дом Джанни Версаче, торговая марка, зарегистрированная, там тоже голова Медузы Гаргоны. Кому интересно, перейдите на мой сайт, там я подробно эту историю описываю по символам. Так вот, по сей день на Сицилии это мощный оберег, голова Медузы Гаргоны. Несправедливость, которая была в отношении ее, совершена, и одновременно голова – это как символ защиты, очень мощной защиты от обманов, от недоброжелателей, от каких-то парадоксальных ситуаций. И для вас, вот мы спрашивали, как вам действовать, карта совет. А вот так и действовать, чтобы себя не подвергнуть риску. Вам придется от начала до конца. Мои дорогие, кто загадал третий вариант, да, у вас сбывается это желание, но это не есть финал какой-то, это только начало
чего-то совершенно нового. И посмотрите, у вас выпадает принц мечей, принцесса мечей. Где здесь расслабишься? Вам придется себя как и сохранять, так и, ну, быть готовым к любым неожиданностям, к любым новостям. Что-то может пойти не так. Вам может сейчас на этом этапе казаться, что я решу этот вопрос, и потом у меня как, ну, новое дыхание, или потом у меня многие вопросы сами по себе отпадут. Нет, этого не произойдет. Вам держать руку на пульсе дважды, трижды будет очень важно. По крайней мере, 3 карты, которые следуют как раз за исполнением желаний, вам об этом говорят. Хорошо, что еще нам подскажут? Как карта совет. Как это будет развиваться? 7 мечей. Для вас будет очень важно не потерять свое, не потерять себя, не раствориться в партнере, не согласиться на какой-то проект, который будет для вас, ваша жизнь будет словно испытывать. Вот какая-то победа, которую вы получите, на самом деле это как новое жизненное испытание. Будьте к этому готовы. Карта вора. Быть внимательным к финансам. Не оставить себя буквально без денег, без жилья, может быть и так. По этой карте есть такой смысл забрать свое. Обратите внимание, наш молодой человек, улыбаясь, кстати, забирает 5 мечей, при этом 2 он оставляет. Как будто он говорит: 2 не мои, мне оно не нужно, но и свое я не отдам никому. Вам придется себя защищать, сохранять, правильно оценивать ситуацию вокруг вас и в зависимости от этого какую-то или информацию находить, или адаптировать к чему-то свою жизнь совершенно по-новому. И не расслабляться ни на минуту. Посмотрите. Иначе в любой момент что-то может пойти наперекосяк. Вот совершенно неожиданный 3-й вариант. Ладно, что как карта совет еще? 3-ю карту я достану. Вам буквально придется балансировать и организовать свою жизнь в 2 направлениях. Первое. Чтобы у вас не было недопонимания у кого-то с партнером. Тут ведь могли действительно личную жизнь загадать. И второй момент – это не должно быть бреши какой-то финансовой. У вас должно быть под контролем все, как ваша личная жизнь, так и ваша финансовая составляющая. Вы можете узнать что-то новое, чего вы сейчас не видите. Вот вообще неожиданно. Хорошо, какой же тогда, давайте посмотрим. Ну, отдаленное будущее. Или давайте достанем как 3 карты Таро на будущее. К чему это все приведет? Потому что те карты, которые выпали, тут как бы и подумать даже нужно. Очень подумать, а стоит ли этим заниматься? Конечный итог. Таро на будущее. 3 карты. Принц жезлов. Вот по принцу жезлов он готов к неожиданностям. Вот и вам нужно быть готовым к неожиданностям. Вы можете, если вопрос касался, допустим, переезда, вы переезжаете в одно место, и вы вполне вероятно через какое-то время, нам не говорят какое, вы можете еще раз переехать в другое место. Или будете как-то еще раз по-новому организовывать жизнь. Но это карта драйва. Что-то вы не сможете отложить на потом. Вам, помните, где-то неожиданности будут сами по себе помогать. И ваша сильная будет позиция в том, что вы будете к ним готовы. И, может быть, вот эта неожиданность какая-то может служить своеобразной подсказкой: куй железо, пока горячо. Не согласиться оставить какой-то вопрос на потом. Вам придется действовать в некоторых нюансах, моментах, согласованиях, назовите это как угодно, здесь и сейчас. Иначе сегодня есть эта возможность, а завтра ее не будет. Хорошо. Каково же будущее еще? 2-я карта. Вы останетесь довольны. Вы проходите какой-то, мои дорогие, по 3-му варианту, как реинкарнацию. По тузу кубков. Либо это какая-то поддержка, все же это наполненность. Это новое качество жизни, безусловно. Это получение желаемого, получение задуманного. Но, возможно, это в каком-то другом ключе. Или с какими-то новыми деталями. Когда у вас получится осуществить задуманное. Потом пройти не самый простой период адаптации, я бы сказала так, чтобы удерживать собственные позиции и вот, видимо, стать еще более сильными.
Давайте я третью карту достану, мы говорили, да? На будущее. И на этом дело не успокоится. Для кого-то из вас может быть двойка жезлов, когда приходится где-то уравновешивать в себе энергии между тем, что вы хотите в дальнейшем осуществить, и сама по себе карта выбора, и какой-то реальностью. Вам придется где-то сидеть на двух стульях, вы будете в состоянии выбора, или вы будете себе не раз еще задавать вопросы, кому я могу доверять. Но вообще, я бы сказала, вы действительно в этом месте или какой-то, пусть вопрос для вас решается, и что-то вас, безусловно, радует, но вас эта ситуация очень изменит изнутри. Вы, может быть, оглянувшись назад, какие-то перемены у вас еще будут, понимаете? И вы будете действительно выбирать либо место проживания, либо кто-то, может быть, будет в дальнейшем выбирать партнера еще раз. Или какую-то ситуацию по работе вы будете выбирать, что-то обустраивать еще раз. Вот нет окончания, понимаете? Здесь есть продолжение какое-то ступенчатое, когда вы проходите одну ступень, а потом должны взять эту высоту, удерживать эту победу и подниматься еще выше. Нет остановки. Здесь по третьей позиции какой-то прогресс, который будет зависеть целиком и полностью от вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.